wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but Так, всем привет. Как целый день. Электризуются волосы почему-то сейчас очень сильно. В общем, у меня, похоже, мой влог потихоньку превращается в автовлог, потому что я не успеваю дома вообще ничего снимать. Какие-то руки интересные на вид. Сегодня у нас суббота. Сейчас время почти 3 часа дня. У меня там дома в компьютере кипит работа. Компьютер делает... Он в шоке от такого количества всего. Так, куда поедем? Направо, налево? Надо подумать. Эньки-бэньки. Сюда поедем. В общем, у меня там дома кипит работа, и я слишком много всего на самом деле запустила, что-то не подумала. Я на этом компьютере вообще редко что-то так делала, много чего. Да ё-моё. Вот. И тут с непривычки, в общем-то, запускала все на свете, хотела время сэкономить, в итоге больше ничего делать в компьютере не могу, поэтому... решила, пока он там гудит, старается, я метнусь на город. Мне нужно отправить 2 посылки и заехать снять наличку. Завтра нужно рассчитаться за квартиру. Вот, поэтому денежки с карточки нужно снять. Вот. Там потом постараюсь что-нибудь, ну, не что-нибудь, есть что рассказать. Естественно, есть что рассказать. Я же не сижу и не сплю целыми днями, поэтому однозначно что-то происходит. Много чего сейчас происходит. Очень сейчас я сильно ускоряюсь. Да, то есть то, что я думала буду делать там в апреле, там в мае, все это мы будем делать сейчас. Просто потому что все, ну просто жизнь говорит быстрее. Поэтому мы не будем ждать ни апреля, ни мая. Мы все будем в одну кучу делать. Очень нужно было много всего перерешать. Что-то мы разогнались. Передумать, переделать. Уже на самом деле страха нет вообще ни к чему. Вообще ни к чему. Просто сидишь и думаешь, ну окей, если сейчас что-нибудь еще случится, то мы еще вот это попробуем. Значит, на сегодняшний момент есть проблема следующего характера. Счет моего ИП находится в банке, который так или иначе, видимо, имеет какое-то отношение, кому-то где-то чем-то помешал, поэтому я на сегодняшний момент, получается, не могу вообще получать денежку. У меня была зарплата, и ее просто за неделю дядьки эти вредные. Боже мой, никого нету. Эти вредные дядьки, они у меня забрали мою зарплату. Если там сначала это была новость про отключение рекламы в России, да, то есть большинство моих зрителей потом колется мне из России, соответственно, временно пока отключили эту рекламу, я, соответственно, не получаю большую часть своего дохода, просто ее нет, то есть она даже не приходит, этой рекламы просто нет, и это время никак не воссоздастся. Что такое? Не воссоздастся, не восстановится, ничего не случится. Я не виновата, ребята, что на вашей стороне яма. То есть это не тот случай, когда типа все наладится и потом за все вас это как бы догонит денежка. Такого не будет. Это время уже можно считать потраченным. Вот. Мы по-другому просто не выехали.
Я даже не нарушила. В смысле даже, естественно, не нарушила. 38 км в час было. Вот. И чего? А сейчас из-за того, что отключили SWIFT, вот эта виза, MasterCard, я не сильно, божественная речь. Короче, я не сильна в этих всех понятиях. Куда мы ездим? А, вспомнила. Но факт остается фактом. Мой счет на сегодняшний момент я не имею даже возможности пополнить. То есть я не могу вывести даже те оставшиеся 30% с YouTube, которая могла бы сейчас вывести, просто потому что деньги просто зависают в системе и не доходят до моего счета. Что-то я немножко не люблю свою машинку сейчас. Мы не успели. Ну ладно. Будет еще зеленый. О, привет, Мазда! Такая же, как у меня, что ли? Нет, моя красивее. И хозяйка намного симпатичнее. В общем, дурное настроение. Нет, это истерическое немножко, но это хороший знак. В общем, что я там рассказывала? Короче, я осталась внезапно без... Точно так же и я выезжала. Я осталась внезапно без своей зарплаты. Что такое? Кому дудят? Мамочки. Зачем дудеть? Кому дудеть? Кто это вообще был? Я когда дудят, начинаю очень остро... Что ты, мышь на бэхе? Твою мать, извините. Эти бэхи... Мне знакомый рассказывал, он смотрит, любит очень посмотреть в интернете ролики, как, ну, такие, знаете, типа глупые ситуации из жизни водителей. И там была история, как женщина поехала на центральном перекрестке на красный свет. Притом, ну, то есть она осознанно это сделала, она не задумалась ничего. И, ну, естественно, случилось ДТП, и въехали там в бочину. И у нее потом гаишники спрашивают, ну, типа, а что вы поехали на красный, вы же видели, что красный. Ну, то есть вина-то ваша, а она отвечает. А он что, не видел, что я на Мерседесе? Вот, это сейчас вот такая же ситуация была. Пуник. Короче, из-за всего этого мои оставшиеся 30% зарплаты, они заморожены в личном кабинете моем, да, в моем аккаунте. То есть там эта денежка будет копиться, эти 30%, пока это все не восстановится. Все прекрасно знают, что никто не знает, когда это все закончится. Поэтому, естественно, нужны какие-то пути решения вопроса этого. Ну и я все равно собиралась это делать, честно скажу, потому что решение о переезде, оно уже принято окончательное, бесповоротное. О переезде в другую страну, не в другую квартиру, не в другой город. Мы переедем в другую страну, это однозначно. И поскольку это нелогично перевозить пряжу. В общем, стоимость пряжи не оправдывает ее перевозку в другую страну. Проще здесь все продать. И не только пряжу, ну и все остальные вещи. Проще здесь все продать, и там по новой купить уже по необходимости, да. Сейчас, конечно, у меня такой необходимости не будет в таком количестве пряжи. Оно и сейчас как бы нет. Ну, так случилось, да. И, кстати, очень здорово на самом деле, что у меня столько ям. Есть такая вообще возможность, да, сегодня закрыть свой финансовый вопрос именно продажей пряжи. Короче, я что сделала? Я взяла свои запасы, и я их просто перебрала. Я собиралась это делать чуть позже, я жалела на это время. Это очень долго, это очень, ну, это неинтересно для меня, мне жалко на это время. Вот, поэтому я все это оттягивала, но я знала, что это все равно когда-нибудь случится, да, то есть уже не оставлю, не возьму свои все вещи, не оставлю их где-нибудь там на помойке.
и поеду такая красивая на новое место жить. Конечно же, я буду все продавать, это все равно деньги какие-то, деньги лишними, как показала жизнь, никогда не бывают. Вот ты, вообще-то я ехать должна была, вот Toyota знает правила дорожного движения, а ты, похоже, нет. Где мы тут станем сегодня? Я люблю становиться вот там в уголочке. Тунь. А ты куда поедешь? А давай поедем вместе. Ну, правильно, туда едь. Нефиг тебе тут быть. Так, сейчас, секунду, а то я реально последнее время знатно подтупливаю. Где там? Там где-то еще и бордюр же есть. Пунь. Еще и пешеходы идут, обязательно. Мне нравится, как мужчины любят наблюдать. Именно мужчины. Девкам вообще без разницы. А мужики постоянно контролируют, как я паркуюсь. Постоянно. Они, видимо, все ждут, что я не попаду, а я беру и попадаю. Короче, я перебрала свои запасы. У меня был очень простой принцип перебора запасов. Я брала пряжу, и если у меня не возникало ни малейшего, даже полпроцентика сомнения в том, что я не хочу из нее вязать, я ее сразу откладывала на продажу. Я не выбирала пряжу по качеству, по своим каким-то предпочтениям. То есть это больше просто как бы из серии «я не вижу из этого изделия», да, вот как-то так. Допустим, у меня есть очень красивый коричневый цвет Cotton Gold. Да, я обожаю, все знают, кто смотрит вязальный канал, все знают, что я очень люблю Cotton Gold ализешный. Я из него могу вязать бесконечное количество изделий, но коричневый оказался не моим цветом. Кстати, тоже это такая большой процент того, что я отложила на продажу, как раз таки из тех артикулов, которые просто не подошли мне по цвету. Вот, то есть ты смотришь, да, на фотографии это одно, приходит в жизни другое. Плюс прошло время, что-то меняется. Предпочтения меняются. Сейчас я уже не хочу таких ярких оттенков. Меня интересует яркость, но когда это более сложный цвет, чем какой-то там простой. Поэтому я там с легкостью отпустила очень красивый, мне когда-то нравился розовый Cotton Gold. Ну, то есть я просто перебрала пряжу по принципу: из этого хочу вязать, из этого я не хочу вязать. Если возникали сомнения, то я оставляла, да, то есть как бы там и так достаточно много работы мне с этим было, все это перефоткать, перебрать, перефотографировать, выложить на продажу. И сейчас вот я езжу и вожу по... все полностью, что ли? Ничего себе, быстро. Вожу на почту эти посылки, отправляю. И тогда, когда это дело начинала, я не могу сказать, что было прям ну, так сильно поджало, да, то есть, но я уже понимала, что нужен какой-то вариант, который надо запустить сейчас, чтобы потом, когда трещучит совсем, чтобы не было это уже слишком поздно. И на сегодняшний момент очень хорошо, что я тогда это сделала, да, то есть я не пожалела времени своего, я могла сесть снимать на канал вязальное видео, но сегодня, получается, я бы эти деньги не вывела, да, то есть я же не вывожу деньги каждый день, там и комиссии, и всякая и лабуда, и отчеты нужно сдавать, когда приходят деньги на ИП, там нужно кучу бумажек электронных подкрепить, прикрепить, лишняя волокита, поэтому накапливается какая-то сумма, я тогда только вывожу уже. Вот, и получается, что я бы, естественно, если бы на прошлой неделе вот не взяла этот перерыв, чтобы переделать эти дела, я бы сегодня осталась в большом пролете, то есть я бы сегодня просто экстренно бегала и что-то бы искала. Вот, так что такие дела. Но, как я уже сказала, это должно было случиться рано или поздно. Притом поздно это такое понятие, это в рамках этого года все случится. Я думаю, что здесь больше стоит вопрос, зависит, в общем-то, не от меня, не от моего желания, не от моего страха, потому что я реально уже ничего не боюсь. Если надо будет пешком идти, я пойду пешком. Мне без разницы. Больше вопрос стоит в оформлении документов, в получении разрешения, потому что дети, их я сама по себе не вывезу. Вопрос нужно
закрыть касаемо дел, которые остались после развода, да, то есть, ну, вот это все позакрывать здесь, чтобы поставить большую жирную точку и в новую жизнь. Я уже чувствую, уже все не так абсолютно, я совсем другая, это 100%. Точнее, я не совсем другая, я такая, как и была, но больше никогда на свете не случится такого, чтобы я под кого-то подстраивалась, под кого-то прогибалась. Я думаю, что я еще не знаю, хочу ли я этого, сама лично я хочу этого или нет, но я допускаю мысль, что в ближайшее время, возможно, вам может показаться, что я на своем канале и на одном, и на втором как-то стала себя иначе вести. Это неправда. Я была такая всегда. Я всегда такая. Все у меня слишком резко и быстро. И кто смотрел меня с самого начала, ну, первое видео не считается, потому что первое видео обычно как? Это ты такой, здравствуйте. Все очень скромно. А потом, когда я уже разобралась со всеми этими кнопочками, я себя очень комфортно чувствовала, и я не стеснялась высказывать свою мысль. Сейчас я тоже не стесняюсь высказывать свою мысль, я просто иногда предпочитаю промолчать. Пришло время, когда я молчать точно не буду. Я буду молчать только тогда, когда мне этого будет хотеться. Да? То есть, если я не буду больше думать о том, чтобы обидеть кого-то или не обидеть, потому что об этом никто не думает. Боже мой, жизнь одна, я должна сидеть и переживать за чье-то настроение. Ну, то есть я, конечно, обижать никого не собираюсь, боже мой, это вообще не про меня. Но если я захочу высказаться, я выскажусь. Теперь будет так, это 100%. И я уже об этом много раз говорила, и каждый раз все думаю, боже, я такая, ну, я же чувствую, какая я, да, я знаю лучше всех, какая я. И думаю, ну, наверное, не надо. Короче, я еще сама не знаю. Но я думаю, что вы почувствуете, что что-то да изменилось. Вот, короче, я приехала отправлять посылки, потом я вернусь домой. У меня там дома интересненький проект готовится. Мне нужно придумать титульный лист, назовем это так, но мне нужна помощь, поэтому я жду, когда мне отзвонится мой знакомый, который мне может с этим помочь, да, и я дам ему задание, да, чтобы он мне помог придумать вот это все. И, наверное, обращусь за помощью в партнерку, чтобы мне тоже помогли, потому что это все непосредственно связано с Ютубом. Я не собираюсь останавливаться ни за что на свете. Единственная причина, по которой я могу остановиться и вдруг что-то так кардинально поменять, да, там, снести каналы или больше не снимать на вязальные каналы, единственная причина, по которой это может случиться, это мое большое желание. Без моего желания ничего не случится, меня никто ниоткуда никогда не выпрет. Это бесполезное дело, я слишком упрямая. Это вплоть до того, что я просто могу делать назло. Да? То есть, если я... ну да, я такая, я могу еще и так, оказывается. Вот, поэтому я не собираюсь ничего менять, никуда переходить, вообще ничего не собираюсь делать, а дальше буду заниматься своим делом, и, может быть, что-то еще придумаю, то есть только то, что мне нравится, только то, что я люблю делать. А пока что я свою жизнь без вязания не вижу, как бы я этого не хотела, потому что у меня были и мыслишки, и я в прошлом году рассказывала, что хочу получить дополнительную профессию, но сейчас я уже узнала, тоже там мне помогли, что страна, в которую мы собираемся переезжать, в этой стране этот сертификат действительно только для частной практики, то есть я не смогу его там применять, скажем так, в полной мере, поэтому я ну, просто отложила, да, немножко зря потратила деньги, но бывает, ничего не поделаешь, никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь, правда же? Вот, такие дела. Ладно, я буду отправлять посылки. Мы потом еще поболтаем однозначно. Макс сегодня еще у папы с бабушкой. Наверное, у папы сегодня ночует. Завтра я уже за ним вечером поеду. Сегодня мне нужно доделать вот это вот оформление. Попробовать... это будет для меня что-то новое. Это тоже с Ютубом связано, но это будет кардинально что-то новое. И мне нужно попробовать, как это делается.
чтобы я уже была готова, чтобы я знала, сколько это занимает времени, чтобы я могла это планировать, потому что это будет на регулярной основе. Короче, вот, я хочу сегодня этому посвятить вечер, потом я хочу немножечко повязать, потому что я эту неделю почти не вяжу. И все мои шикарные процессы смотрят на меня. Потом у меня появилась восхитительная идея для вязания носков новых. Это будет однозначно платное описание, 100%. Вот. Так что еще с этим хочу поработать. Я там пряжу уже выбрала, я уже название придумала. Все, ну просто, знаете, как в одну секунду все карты сошлись. Вот. И еще есть у меня там кое-какие мыслишки. Короче, вот, знаете, единственное, нет, не единственное, конечно, не единственная эта фраза, но одна из тех фраз, которая сейчас мне нравится, когда звучит из уст людей в такой обстановке, это когда говорят о том, что самые тяжелые моменты в жизни всегда показывают сущность настоящего человека, да, то есть кто-то бросается в гнев и ненависть, кто-то продолжает работать, помогать кому-то, себе в первую очередь, да, потому что помощь себе это то, что все мы просто обязаны делать для себя. Сам себе не поможешь, никто не поможет. Вот. Да, уж извините, я раньше всегда говорила, хочешь сделать сам, сделай хорошо. И вот здесь должно было быть слово из 4 букв на букву «С». И вот знаете, жизнь показала, что я была абсолютно права. И сейчас меня в этом никто не переспорит. Все, я попробовала, я поняла, что это все не то, не для меня, мне это не подходит, поэтому дальше я сама. Все, я пошла. Sleep, hear the crickets, see the moon, side by side and through and